difference to your mind whether you think positive thoughts or negative thoughts. Вашему мозгу вообще все равно, позитивно вы мыслите или негативно. It makes no difference to the mind. Ему абсолютно поровну. It makes all the difference to you. Для вас имеет разницу. It makes all the difference to your life. На вашу жизнь это окажет влияние. It makes all the difference to the things that are going to happen to you. Это произведет влияние на все вещи, которые будут с вами случаться. But it makes no difference to the mind. Но мозгу абсолютно все равно. Now notice I'm talking about you and your mind as if they're different. Обратите внимание, обратили ли вы внимание, что я говорю о вас и о вашем мозге как о нечто разных вещах, как будто это разные вещи. And they are different. А они на самом деле не одно и то же. Now here's something very, very, very important to understand. Постарайтесь сейчас понять одну очень-очень важную вещь. Очень. Очень, very, Очень. 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 Very, Очень. very. You are not your mind. Ваш мозг является только некоторой составляющей частью вас. Okay. Igor and I, before I came on stage tonight, we had a discussion. Мы обсуждали эту фразу до того, как выйти на сцену, мы ее обсуждали. And he said to me, John, I've read your book, The Quantum Warrior, 7 times. Он сказал: Джон, я читал твою книгу «Квантовый воин» 7 раз. There's an old Chinese saying that if you read a book 1,000 times, you're bound to understand it. Есть такая китайская поговорка: если ты прочтешь книгу 1000 раз, ты, возможно, поймешь ее. And I haven't done it. И я в этом не сомневаюсь, на самом деле так. But this concept that you are not your mind Вот эта концепция, то, что ваш мозг это только часть вас, is revolutionary. это революционная мысль. Because you're more than your mind. Потому что вы являетесь нечто гораздо большим, чем просто ваш мозг. And what happens is your mind thinks you. А что происходит? Что ваш мозг думает, что он это вы. And we want to change that. А мы хотим поменять кардинально эту концепцию. We don't want our mind to think us. Мы не хотим думать, чтобы наш мозг думал, что это мы, он все. We want our mind to think what we choose. Мы хотим заставить наш мозг думать так, как мы решим, чтобы он думал. We're going to start directing our mind. Мы хотим заставить направлять наш мозг, его деятельность. We're going to start talking to our mind. Мы научимся разговаривать со своим мозгом. And why not? It talks to us. А почему нет? Он с нами разговаривает. It's talking to us all the time. Он болтает с нами постоянно. It's like a machine that never shuts up. Вообще его заткнуть практически невозможно. It has opinions about everything. У него есть мнение по любому поводу. Well, things are going to change. А теперь мы поменяем этот порядок вещей. We're going to start thinking our mind. Мы теперь будем думать о том, что мозг это одно, а мы это другое. And it makes no difference to the mind whether you think constructive or destructive thoughts. Мозгу, я повторяю, все равно, у нас созидательные мысли или разрушительные. So here's 4 simple, easy techniques for eliminating negatives. И вот 4 очень простых, легких техники для того, чтобы избавиться от негативного мышления. And these techniques are separate and independent from one another. И они абсолютно отделены друг от друга. The first technique is called cut it off. Первая техника. And what you do is the moment that you recognize that you're thinking a negative thought, just cut it off and insert a totally different thought. Надо привыкнуть к тому, что как только вы поймали себя на том, что вы сейчас думаете что-то негативное, вы должны подумать: я отрезаю, отсекаю это. Don't argue with it. Не надо размышлять или спорить с этим. Don't defend yourself against it.
Не надо оправдываться или защищать себя от этого. When you recognize you're thinking a negative thought, the first technique is just cut it off and insert a totally different. Когда вы поймали себя на негативном мышлении, просто отсеките это, отрежьте это от себя. The second technique is to label the negative. Вторая техника – это повесить бирку, обозначить, назвать негатив. So when you find you're thinking a negative thought, what you do is you label it. Когда вы опять поймали себя на мысли, что у вас в голове негативные мысли, дайте им название, повесьте на них бирку. It's only a negative thought. Это всего-навсего негативная мысль. Just remind yourself, it's only a negative thought. Просто напомните себе, это у меня сейчас негативная мысль. It's no more or no less. Не больше и не меньше. У меня сейчас в голове негативная мысль. Okay, here we come again, Igor. Сейчас мы снова, Игорь. Down. Very important. Очень важная вещь. Very important. Невероятно важная вещь. Because I'm going to share with you something now that when you understand what I'm going to share with you, you're 75% of the way of eliminating all negatives. Потому что если вы сейчас поймете то, чем я хочу с вами поделиться, вы уже на 75% избавитесь от негативного мышления. 75% of getting rid of all negatives by understanding this next 75% избавления от негатива, если вы сейчас поймете одну вещь. How many people would like to eliminate 75% of their negatives with one technique? Сколько из вас хотите избавиться от 70% негатива благодаря одной технике? Okay. Then I want you to listen very carefully. Я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно. And I'm going to repeat it 3 times. Я повторю это 3 раза. And the first time that I repeat it, I don't want you to write it down. Первый раз, когда я буду это повторять, пожалуйста, не надо это записывать. I want you just to hear it. Я хочу, чтобы вы просто это услышали. I want it to burn into your consciousness. Я хочу, чтобы вы вожгли себе в мозг это. I want you to realize what's going to be happening when you understand it. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, что с вами произойдет, когда вы поймете, что все это значит. Write it down in the second or third time. Записывать будете 2-й или 3-й раз. But just hear it the first time. Пожалуйста, первый раз прослушайте это. Here we go. Начинаем. Negatives only have power over you Негатив имеет над вами власть, if you react to them. если вы на него реагируете. Negatives only have power over you Негатив имеет над вами власть, when you react to them. только если вы на него реагируете. Final time. Последний раз. Negatives only have power over you Негатив имеет на вас влияние только в том случае, when you react to it. когда вы реагируете на него. It's your reaction to the negative that gives it its power. Ваша реакция на негатив дает ему силу над вами. It's like negatives are like psychic leeches. A leech that comes on, don't know what leech. Yeah, like negatives have these powers over you, and they get their energy from you. Негатив имеет над вами силу, тогда и он отбирает у вас энергию. Like maybe the negative comes to you, oh, I'm never going to be successful. Может быть, такой негатив нет, я, наверное, никогда не смогу стать успешным. And then you start thinking about it. И вы начинаете думать об этом. And then you start worrying about it. И вы начинаете беспокоиться об этом. And what happens is it's got you. И в конце концов он вас поймал, он вами овладел. So in the second technique, what we do is we remind ourselves that it's only a negative thought. Итак, во второй технике мы просто напоминаем себе, это всего-навсего негативная мысль. That's all. И It's only все. a negative thought. Просто негативная мысль, ни больше, ни меньше. And maybe the negative is a great big one. И, возможно, негатив может быть очень большим. Maybe it's a negative you've thought so many times that it's got a real power in it. И, может быть, это так часто к вам приходит, что он на самом деле имеет над вами власть. And you kind of have to dance around it.
И вам иногда приходится танцевать с этим негативом. We're gonna dance. Мы сейчас танцевали. Да. And so here's the negative. Вот это негатив. Whoa, 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 whoa. it's only negative thoughts, only negative thoughts, Да, only negative негативные thoughts, мысли, only негативные мысли, negative негативные мысли, негативные мысли, негативные мысли. That's all it is. Ни больше, ни меньше. Don't make it more powerful. Не позволяйте ему овладеть собой. Wouldn't it be wonderful if when negatives came, they came with a warning signal? Хорошо, если бы негатив приходил, и у него какой-нибудь был предупреждающий сигнал, опережающий. They came with a little buzzer, da, 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 da. Допустим, какие-то вступления музыкальные такое, да, чтобы вы уже знали, сейчас подойдет негатив. And then there's a little disclaimer that said, I'm only a negative thought, you can choose to believe me or not. Да, и оратор объявляет, я всего лишь навсего негативная мысль, и ты уже сам решай, верить в меня или нет. I mean, wouldn't it be wonderful if that's the way it came? Было бы здорово, если бы это было так. But that's not how negatives come. Но нет, негатив так громко не приходит. When negatives come, they come like they're the voice of God. А негатив иногда приходит как вообще голос Бога. Guess what's going to happen to you? Ты знаешь, что сейчас с тобой будет. And it has so much authority. И ты знаешь, какое оно все мощное и Like страшное. it thinks it knows. Я знаю, что оно все произойдет с тобой. But you're not your mind. Но вы, ваш мозг, это не весь вы. And we tell our mind, no more. И мы говорим своему мозгу, заткнись. No more. I want you to watch out for negatives. Я больше не хочу, чтобы ты обращал мое внимание на негатив. I want you to inform me every time that you're thinking a negative. Я хочу, чтобы ты сначала приходил и предупреждал меня, что ты сейчас будешь негативно мыслить. That's your new job. Это твоя новая работа. You've been lazy. Ты лентяй. You're a lazy one, mind. Ты мой ленивый мозг. No more. Все, закончили. Second technique. Вторая техника. Remind yourself, label the negative, it's only a negative thought. That's all it is. Напомните себе, повесьте ярлык, обозначьте. Это всего-навсего негативная мысль. Third technique is to exaggerate it into ridiculousness. Третья техника – это преувеличение этого всего до смехотворности. Exaggerate it into ridiculousness. Сделайте это смехотворным. So notice, Преувеличьте это сильно. now notice these are all different techniques. One is to change it immediately. One's to remind yourself that it's a negative Обратите thought. внимание, что все это разные техники. Одно – это резко это поменять. Второе – обозначить и повесить на это ярлык. There are different ways of working with negatives. Есть разные способы работы с негативом. So in the third technique, the exaggeration technique, what we do is whatever the negative is, we exaggerate it into ridiculousness. Итак, в третьей технике что мы делаем? Мы преувеличиваем этот негатив до смехотворности. Издеваемся над ним. And so, for example, Например, let's say that you're having a dinner party and you've got some guests coming over and you decide you're going to try a new recipe. И, допустим, у вас вечеринка, вы пригласили друзей, и вы решили испробовать новый рецепт, новое блюдо. And you're right in the middle of cooking up this recipe, something you've never done before, and the mind, the great trickster, tells you, look, it's not turning out, this is going to be a disaster. Вы готовите блюдо, и где-то в середине приготовки этого блюда ваш шутник и обманщик мозг подсказывает вам, у тебя ничего не получится, сейчас какая-то ерунда выйдет. And so what happens is you recognize, oh, that's a negative thought. И если вы это поняли вовремя, что это всего-навсего негативная мысль, And so you decide to use the exaggeration technique. и в этот момент вы решаете применить технику преувеличения. And you say, that's right, it's not going to turn out. И вы говорите, да, хорошо, у меня ничего не получится. In fact, I wouldn't be surprised if it boils over the saucepan and goes all over the floor. И я вообще не удивлюсь, если сейчас не перевернется сковородка и все это блюдо не развалится по полу на кухне. Not only that, but I wouldn't be surprised if it flows out into the living room.
И даже я не удивлюсь, если вся эта жижа вытечет из кухни в гостиную комнату к гостям. Not only that, but I wouldn't be surprised if it leaves the house and goes out into the street. И я не удивлюсь, если все это начнет вываливаться из моего дома, течь по лестнице и вообще разойдется по всей улице. Not only that, but it's going to go probably on the street and it might even cause a car accident. И даже оно так сильно разойдется по улице, что там уже автомобильные аварии начнут случаться из-за этого. I might even be in the evening news tomorrow. Cooking accident causes death. И даже завтра в вечерних новостях это будет заголовок такой, что неудачливый повар поубивал людей на автостраде. Obviously ridiculous. Однозначно это все смехотворно и преувеличено. But that's the key. Но в этом заключается смысл, ключ. Then your mind starts saying, don't be so ridiculous. Тогда ваш мозг сам скажет вам: слушай, ну хватит хохмить, And you can talk to him. а вы можете с ним поговорить. And you can say, what, I'm not going to be on the news tomorrow? А вы ему спросите: что, обо мне завтра не будут говорить в вечерних новостях по телевизору? And the mind will say, of course not. Он скажет вам: ну конечно не буду. And you say, well, is it going to leave the house? И вы его спросите: что, вот это все блюдо не вытечет из моего дома на улицу? No, of course not. Нет, конечно, не вытечет. Is it going to go all over the living room? И что, и в гостиную комнату из кухни не вытечет? Of course not. Конечно, не вытечет. Well, is it going to boil over the saucepan? И что, оно все будет там в кастрюле вариться и никуда не развалится? I don't know. А я не знаю. It doesn't know. Он не знает, видите ли. Your mind doesn't know Что? that the recipe's going to turn out. Что, ты, мозг, не знаешь, получится блюдо или нет? Your mind doesn't know that you're not going to be tremendously successful. Ваш мозг не знает, будет ли это блюдо невероятно успешным. Your mind doesn't know all these negative things. Ваш мозг не знает влияния всех этих негативных мыслей. Once again, negatives only have power over you if you react to them. Еще раз, негатив имеет влияние на вас только в случае, если вы на него реагируете. If you cease reacting to them, they have no power. Если вы прекратите реагировать на негатив, он перестает на вас влиять, он становится бессильным. Now the fourth technique Итак, четвертая техника. is that with the exact opposite. Whatever the negative is, Когда появляется the негатив, opposite. надо сравнить его с противоположным. So when the thought comes to you that the recipe's not going to turn out, Итак, you replace that with the recipe's going to be great. Когда у вас возникает мысль, что у меня это блюдо не может получиться, переворачивайте наизнанку. Блюдо получится шикарным. When the thought comes to you that I'm never going to get ahead financially, replace it with I'm going to be tremendously successful. Если в вашу голову приходит мысль, что вы никогда не преуспеете финансово, переворачивайте. Я преуспею, я буду финансово успешным. When the thought comes to you that I'm not going to heal myself of my illness, say I'm going to be tremendously healthy. Если вам приходит в голову мысль о том, что я никогда не смогу вылечить свою болезнь, переворачивайте. Я выздоровлю однозначно. That whatever the negative is, replace it with the exact opposite. Каким бы негатив был в вашей голове, переворачивайте ее на прямо противоположность. Because you see, the mind can only think one thought at a time. Потому что вы знаете, что мозг может обдумывать только одну мысль в одну единицу времени. And it might appear to you that you're thinking many thoughts at a time. Вам может казаться, что вы много мыслей обдумываете в один и тот же момент. But really, you're only thinking one thought at a time. На самом деле вы обдумываете всегда только одну мысль в одну единицу времени. You think one thought after another, one thought after another one. Вы просто обдумываете сначала одну мысль, потом другую, потом следующую. So if you take away the negative and put on the exact opposite, Если вы убираете негативную мысль и заменяете ее в точности позитивной, you take the power away from it. вы лишаете негатив его силы и влияния на вас. Here are 4 excellent ways of dealing with negatives. Это 4 прекрасных способа обращения, управления негативом. You are not your mind. Ваш мозг не является всего лишь частью вас. Tell your mind right now that
I want to be advised every time I'm thinking a negative thought. Скажите своему мозгу, скомандуйте ему, каждый раз, когда ты собираешься обдумывать негативную мысль, ты меня об этом предупреждаешь. I want to hear you say it out loud right now. Tell your mind, I want to be advised every time I'm thinking a negative thought. Скажите это сейчас вслух себе. Я хочу заставить мой мозг предупреждать меня, когда он собирается думать негативно. Скажите это вслух. Okay, tell it again. Еще раз повторите это. Tell it, I want to know. Я хочу знать. Tell your mind there's a new boss in town. Скажите своему мозгу, что в городе появился новый авторитет. And from this point on, I'm going to think the most successful thoughts I can. И с этого момента я буду обдумывать только те мысли, которые будут приводить меня к успеху, и никакие другие. I commit myself to training for 15 minutes every day. Я обещаю себе то, что 15 минут в день я буду обучать себя и свой мозг. Using these and many other techniques. Используя вот эти и многие другие техники. Because thoughts are real forces. Потому что мысли – это на самом деле реальная сила. And we have the power to think whatever we choose. И у нас есть право и сила выбирать, что мы будем думать, а что нет. And that means that we have unlimited power. И это значит, что мы обладаем непреодолимой силой. And it is my